Передайте своему генералу русскому от меня лично вот этот вот армейский, американский тактический компас. Пусть он ему поможет прокладывать дорогу и курс между политикой, показать всем, что такое центральная власть. Попробовано чисто по ближневосточному. Прислал туда войска, началась резня. Но, конечно, генералиссимус лучше, чем генерал. Я полностью с ними согласен. Звучит круто. Привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Это канал, на котором я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев, обсуждаем последние события. Здравствуйте, рад, что мы снова встретились. Мы постараемся, чтобы вам было интересно. У нас сегодня будет разнообразная тема. Ну, приступим. На этой неделе много населенных пунктов был взят под контроль. По данным Минобороны, в Донецкой области это были Зеленая долина, Воскресенка, Николаевка, Карла Маркса, Маяк, Петровка, Новохадская. А также в Запорожской области был взят под контроль населенный пункт Малиновка. Главное событие – это, конечно, прогиб обороны вооруженных сил Украины на северо-восточном участке обороны Покровская агломерация, там, где стоит Мирноград. Напротив Мирнограда с востока, прямо вот по-настоящему с 12 апреля начался прогиб обороны, там же, где и вот населенный пункт Маяк, под свою руку забрали ВСРФ. И это очередной тактический кризис, который достаточно быстро был купирован на сегодняшний день, но в результате его и в том месте, где вооруженные силы России заняли населенный пункт Маяк, они перешли уже массами через реку Казенный Торец на его правом, вернее, на его западном берегу, на обширную такую территорию развивают продвижение и подошли к поселку городского типа Красный Лиман. Красный Лиман, он прямо сразу переходит в Родинское. А Родинское – это такой приличный городок, он уже сразу сливается с Мирноградом. То есть, если в Красном Лимане завяжутся городские бои, они могут просто не прекращаясь перетекать в Родинское, и потом войска зайдут в Мирноград. Да, но еще это важно тем, что Родинское стоит на очень важном пути снабжения. Конечно, вот и живой человек тоже не сразу чувствует дискомфорт, если его лишить питания. Там, ему для этого нужно какое-то время. Точно так же и войска тоже, если им перекроют снабжение там, боеприпасами, вывозом раненых и так далее, еду перестанут доставлять, горючее, сразу тоже не произойдет обрушения никакого-то, но через неделю, вторую, третью это прям очень серьезно скажется. Поэтому вот перекрытие этого пути снабжения, серьезно очень может быть последствия, если это произойдет. Туда бросили просто серьезные очень резервы украинцы сразу же. Но за эти несколько вот дней действительно прям просадка фронта была реальная. Тут спрашивают многие наши подписчики, если так выгодно растягивать силы противника, почему же вооруженные силы России не открывают новые участки фронта? Потому что действительно очень много мест, где вот просто российско-украинская граница, и там ничего не происходит. Ну да, буквально получается как бы раз, два, три, да. Что-то такое. Да. А почему бы вот во всей линии фронта не начать? Вот как раз-таки это и есть... Группа войск же. Да, но это как раз... Разве нет? То, что вот есть Восток, Центр. Да, но можно сделать новую группу войск для какого-то пустого участка, вроде бы как. Вот, например, украинцы, когда заходили в вооруженные силы Украины в Курскую область, они создали отдельную группировку для этого. Но вот что-то такое разве нельзя сделать, спрашивают? Вот как раз-таки это и есть главный признак того, что нет резервов у командования России. Ну, скажем так, когда вооруженные силы Украины заходили в Курскую область,
образовывали Курский плацдарм, я думаю, все понимают, что там была специально создана группировка войск отдельная. Вот спрашиваю, а почему нельзя создать вот такие группировки многочисленные в тех местах, где никаких боевых действий не идет, и растягивать вот украинскую армию по разным участкам? Вот это и есть главный признак отсутствия резервов. Вот все, самое главное. Значит, так, если у человека нет температуры, он может быть и болен, и здоров, мы не знаем. Но если у человека температура, он 100% болен. Вот здесь то же самое. Если командование России не делает этого шага, не образует новые группировки по границам, это гарантированно свидетельство о том, что резервов для этого нет. И стоит вопрос, что, видимо, у российской армии и настоящего стратегического резерва нет. Вот и все. Просто та схема снабжения, которая сейчас принята, это, Недостаточно? Да, недостаточно для создания серьезных резервов. Нет, так? Я имел в виду, в смысле, этого достаточно для тех целей, которые поставлены. Да, что чтобы больше не нужно. Да, чтобы потихоньку, не спеша продвигаться и занять вот эти вот административные границы, о которых столько уже говорят. Но времени на это же потребуется невероятно. Конечно. Но при такой системе снабжения армии и ее комплектования нет возможности создать стратегические резервы, которые бы обрушили фронт где-то там в Черниговской области, допустим. Но есть еще группировка Днепр, которая пока вроде как не сильно задействована, или я ошибаюсь? Да, она действительно совсем не сильно задействована, там идут локальные наступления, оно уже тоже остановилось. Самая такая подвижная часть фронта, которая постоянно приходит, это юг Донецкой области, откуда постоянно приходят все новые сообщения, и, конечно, вот из того списка населенных пунктов, который ты зачитываешь все время, это совершенно очевидно. Юг, запад. Да. То основное продвижение именно там происходит. И вот там встает вопрос уже о резервах украинской армии. А они-то что? Значит, не хватает. Мы это обсуждали, и в понедельник это произошло. Трамп сделал громкое заявление. Он объявил 50-дневный ультиматум. В случае, если не будет достигнуто мирное соглашение за это время, то будут введены вторичные санкции в отношении стран, покупающих нефтепродукты в России. Ты так улыбаешься, потому что... Потому что мы говорили об этом, что мы ждем этого сообщения, так сказать, в прошлое. И, соответственно, да, это вторичные санкции должны касаться, в первую очередь, ясное дело, Китая и Индии. И, по-моему, и Бразилия. Есть такой консенсус, что Трамп не решится вводить 100% беспрецедентные пошлины в отношении крупнейших стран, с которыми, по идее, несмотря на все там его угрозы, ему необходимо торговать, потому что, слишком большие страны. Последние 10 лет, даже больше, все администрации США прикладывают серьезные усилия для того, чтобы задружиться с Индией. Для того, чтобы не ссориться, для того, чтобы начать продавать ей свое оружие. И это частично они добились этого, потому что Индия традиционно была клиентом российского военно-промышленного комплекса, даже советского еще в те времена. Они очень заинтересованы в том, что это могучая прям по потенциалу своему страна, которая показывает очень большие темпы роста сейчас, и все, чтобы она становилась союзником Соединенных Штатов, потому что она естественный противник Китая. У них там конфликт наверху, в горах. Китай в свое время в 1962 году занял территорию, индийскую. Все это тлеет, и всегда Индия с Китаем будут соперниками. В этом новом геополитическом, соревновании, которое на наших глазах разворачивается между США и Китаем, Индия такой союзник. И, конечно же, ради того... Китай и Индия притесняют мусульман. В этом они союзники. Это не знаю, чего там такого смешного, но... Но это идеологические последствия, так сказать, это никак не связано с геополитикой в данном конкретном случае. Я просто к тому, что ссориться с Индией, ей воткнуть бешеные совершенно какие-то штрафы и пошлины за торговлю, за закупки российских нефтепродуктов, чревато, потому что она гораздо более ценный приз.
Индия, чем вот просто сейчас вот сиюминутно Россию наказать, понимаешь? Поэтому очень и Китай тоже наказывать, знаешь, непросто, да, непросто. Вот, поэтому вот недавно опубликовали цифры разных, как развиваются разные отрасли в Соединенных Штатах. Там прям конкретные последствия вот этих всех санкций против Китая и так далее. Да. Ну вот что-то у нас была на нашей памяти одна резкая мера. Одна. Трамп послал бомбардировщики Б-2 в Иран. Да, и это действительно вот прям такое военное событие. Мы же с тобой про военные дела. А в этом отношении, так сказать, Трамп как-то в общем, резко заявляет все, но в действительности ведет себя очень прагматично и довольно осторожно. Вот мне так кажется. Так или иначе, все СМИ сразу бросились, значит, в версии, сразу стали предлагать, что может сделать администрация Трампа. И давай перечислять. Значит, они могут отменить ограничения на применение ракет «Атакамс». Вместо, там сейчас 190 километров экспортный вариант, да, разрешат стрелять вглубь России на 300 километров. И при этом говорят, их осталось 18 штук. Вот много ты добьешься, если у тебя 18 ракет, да, но теперь ты можешь на 300 километров стрелять. Ну, вот смысл. Значит, надо продавать гораздо больше. Значит, надо втягиваться вот в это вооруженное противостояние, прямо настоящую войну с Россией. Да? Значит, а вот ракеты Джасм, да, вот, которые новые ракеты, они более современные, намного более современные, и они постоянно модернизируются. И вот первая часть, первые партии ракет, которые когда-то произведены были, они сейчас уже не подошли к срокам списания. И им больше 20 лет нельзя на складе лежать, дальше все. Значит, надо их каким-то образом на эти самые, на иголки распилить. Но во всем мире принято так, что если есть возможность на полигонах или в войне потратить оружие, которое уже подошло к срокам списания, это очень хороший вариант. Вот отсюда все и говорят, все, вот там уже целые партии этих крылатых ракет, значит, у американцев скопились, сейчас они их дадут Украине, чтобы их там быстро в Россию отстрелять. 370 километров – это приличная очень, так сказать, дистанция. Но когда Южная Корея попросила американцев продать им эти крылатые ракеты Джасм, они получили отказ. Слишком секретные, слишком современные. И эксплуатанты – это члены НАТО, ну, помимо там ФРГ, это новые члены НАТО, Польша и Финляндия. Ну и, конечно, сами Соединенные Штаты. У них есть большое преимущество, их очень много наделали. 2000 штук минимальное количество. Поэтому можно действительно много передать украинцам. Результат, я в него вообще не верю, что будет хоть какой-то результат, но тем не менее. Это обострение без результата, а самое главное, сверхсекретная вещь, которую чревато передавать на фронт. Поэтому и здесь я не очень, так сказать, верю. Снарядного голода особого уже на Украине нет, потому что там, где раньше только артиллерии дело решали, сейчас уже FPV-дроны. Поэтому обе стороны со снарядами особых проблем больших не испытывают. Еще на днях Washington-Post писал о том, что Трамп вроде как собирался передать Украине томагавки. Это стратегические ракеты, ну, приблизительно такого же уровня, как Х-101, который тоже Россия применяет по целям в глубине Украины. Но бомбардировка России стратегическим ракетам «Томагавк», ну, очень чревато. Ну, очень чревато. Это прямо вот такой резкий подъем эскалации. Я вот это вообще не верю. Это еще Джасм ты там можешь передать, у него, допустим, в старой версии 370 километров. А томагавк, он там 1800 летит. То есть он совершенно спокойно достает там до всех стратегических объектов России. Все это очень серьезно. Что касается суммы самой, говорят, опять-таки, журналисты, это неофициальные данные, что 10 миллиардов долларов будет потрачено вот, на эту первую волну закупок. Это действительно крупная сумма. Но когда ты ее считаешь в штуках, если дорогое оборудование, получается не так-то и много. Ну, вот одна батарея Patriot стоит 1 200 000 000. И когда Трамп сказал 17, все сразу, чего 17?
17 батарей или 17 пусковых установок, чего? Понимаешь, и как-то затык такая вышла, все начали гадать. Да, действительно, не конкретно. Очень, Он такой очень неконкретный. 17 ракет Томагавк. Да, он вообще такой мужик неконкретный, всегда так это заставляет нас ломать голову. Но 17 батарей – это просто невозможное число, их нет вот в наличии. Да? Значит, соответственно, логичнее всего предположить, что 17 пусковых установок в батарее в одной от 4 до 8, 4 – это минимальное количество, а у них один общий локатор, значит, который ими управляет. И есть 6, и есть 8. Батареи по 8 штук. Вот если брать по 6, такое среднее число, то как раз 17 – это 3 батареи. Это то, что сейчас есть на вооружении у Израиля. Всего Украина получила 8 батарей, и из них сейчас 6, если я не ошибаюсь, находятся, так сказать, на пределе. 2 батареи уже погибли в бою. Вот. Это то, что есть у Германии. То есть у Украины в совокупности было даже больше этих комплексов зенитных, чем у немцев. Вот. Они что делают? Они их распиливают на 2 части, и по 2 пусковые установки, то есть батареи 4, они их по 2, и по 2 пусковые установки подключают их к другим нештатным радарам и в каких-то других местах используют. Получается вот так называемая очаговая оборона. Ну, представь себе, не сплошное поле, да, зенитное, которое вот прям все контролирует, а такими кусочками. Вот эта очаговая оборона, например, из нее состоит ПВО Киева. Для того, чтобы защитить крупные города, как хотя бы куски этих агломераций крупных городских, используется вот так по 2 штучки. Одесса, Киев, в Одессе очень большие бомбардировки, тоже город нуждается в защите. И не город, ну все объекты, которые там внутри него. Ну вот, дело в том, что эти Патриот, они только и исключительно используются для того, чтобы сбивать баллистические ракеты, вот Искандер и Кинжал. Ну, еще и другие ракеты, которые там с самолетов запускаются, вот, воздушные, то есть не крылатые ракеты. В этом режиме они их могут сбивать только на дистанции 20 километров. Все. То есть очень небольшой радиус действия, очень небольшой, так сказать, и их, конечно, не хватает, однозначно. И не хватит ничего, потому что все-таки Украина большая страна, самая крупная страна Европы. Ну, чего говорить, все. Вот, и никто не рассчитывал на такую противовоздушную оборону для всего государства. Поэтому как бы Зеленский не предпринимал каких бы усилий, да, все-таки объективно на складах такого нет. Есть очень много этого оружия у Соединенных Штатов, которые, как мы с тобой говорили, по специальным нормативам там же на складах и должны лежать. И тут и еще конфликт возник внутри НАТО. Когда европейцы задумались о том, что, черт возьми, надо бы что-то и свое делать, потому что американцы, видишь, как себя ведут, начали загодя, еще 20 лет назад, да, проектировать свою систему вот типа Patriot. Называется она SAM-T, она франко-итальянская, и то там еще англичане участвуют. Получилась очень хорошая система. Она ничем не уступает Patriot, абсолютно. Более того, ракеты, которые они используют, очень интересные. Представь себе, что ракета маневрирует не вот так вот, за счет рулей воздушных, а у нее есть двигатель в центре корпуса, который просто раз и толкает его в бок, сдвигает влево, вправо, вот так, так. То есть она летит, но не вот так вот, а вот так прям сразу. Таким началом. И она в последнюю секунду, когда подлетает уже к цели, вот этот центральный двигатель, который в центре корпуса, ее щелевой такой, он просто резко раз ее в бок сдвигает, и она прям идеально вылетает в цель, не взрываясь. То есть это кинетическое поражение, как кирпичом, бах, и все. Показал очень хорошие результаты. И тут вдруг Трамп говорит, значит так, вы будете платить за наше оружие, и мы его передадим Украине. Украина будет воевать, вы будете платить, мы будем получать деньги,
и производить оружие. Вот такая гениальная схема, значит, бизнесовая. Ну, таким образом получается, что Европа должна свои разработки на паузу поставить. Вот. И у них на 26-й год, Жень, запланировано расширение производства. Заводы должны уже начать в больших количествах производить эти ракеты. Ну, не в больших, но все-таки в приличных количествах. И они уже и испытаны в бою. И все. Сейчас на Украине всего 3 батареи. Ну, вот, например, у французов 6, у итальянцев 5. Но их будет больше. И они тоже хотят, чтобы у этого оружия был потенциал экспортный. Продавать его по всему миру. Тут вдруг Трамп говорит: нет, вы со своими там подождите, вот у нас свое оружие еще есть. Прямое столкновение 2 конкурирующих видов оружия. Прямое столкновение. Но, конечно, я здесь за Европу. Потому что если Европа хочет самостоятельного развития, независимого ни от кого, она должна иметь в том числе и свое вооружение. Вот так. Вот ты говорил сейчас про Южную Корею, про то, что их не хотят допускать к таким серьезным разработкам, которые предполагают там, военные тайны. Украина, которая не вступила в НАТО, но тем не менее ее подключили к той системе Link-16, о которой ты рассказывал, которая, по идее, прям сразу же их вводит в мейнфрейм. Да. Но ты знаешь, я хочу что сказать, что вот как раз-таки здесь, в этом конфликте вот, на Украине, столько всяких неожиданных вещей произошло, что я не могу вот сказать тебе: да, гарантированно ракеты «Джазм» не появятся на Украине, потому что слишком секретные, американцы их украинцам не передадут, потому что вот Южной Корее не передадут. Ну, ведь к Link-16 действительно подключили. И вполне возможно, что какой-нибудь придумают экспортный вариант, какие-то там некоторые части модернизируют и так далее, и все-таки передадут. Вот. Но я еще раз могу только повторить, что результата не будет военного такого по-настоящему, потому что это надо многими десятками тысяч бомбить Россию для этого. Вот таких просто нет возможностей. Но теоретически, действительно, этот эпизод говорит о том, что возможно все. Но если бомбить долго, годами, военное истощение, то все возможно. Возможно все, но для этого американцы должны включиться в войну уже как прям участник. Они и так уже фактически участник. То есть это все равно плохо для американцев. Почему? В смысле, будут просто производить, расширять производство. Ну то есть, НАТО будет продавать. Да. НАТО будет у них покупать, а украинцам передавать вроде так. Но теоретически это возможно. Да, посмотрим, как это будет. Я думаю, что все-таки... Потому что очевидно, что в переговорах никто не заинтересован. Я думаю, что вот все-таки это точно, абсолютно. Но то, что нам показала история с хуситами, когда самым современным оружием бомбят, а потом просто умылись со своими авианосцами и уехали, понимаешь, за океан. Ничем не кончилась история. То есть вполне возможно, что можно и бомбить сколько хочешь, и толку никакого не будет. Перенесемся тогда на Ближний Восток. Давно не вспоминали про Израиль. Он снова развязал военную операцию, на этот раз в Сирии. И снова как бы показывает свое право сильного. Просто: а что ты мне сделаешь? И начал бомбить. Ты знаешь, Жень, вступил за своих союзников. Да, вот это вот важно уточнить на самом деле. Понимаешь, сами друзы, вот такой таинственный народ, просто действительно их религия ни на что не похожа, ее исламом даже по-настоящему назвать вот у меня не получается, сколько я его не читал про них. У них самая главная фишка в том, что есть избранные вот, священники, высшие каста, которые являются носителями всех ценностей религии и знаний о ней. И они ничего не передают нижестоящим. То есть простой народ не знает, из чего состоит его собственная религия. Был в жизни очень близкий знакомый, друз, который прям честно так и говорил, что: слушай, я не могу тебе сказать, в чем ядро религии, потому что это является высшей тайной нации, которую сохраняет, не нация, а народа, которую сохраняет буквально там какие-то единицы, несколько человек. Вот, Юсиф, если ты меня слышишь, я тебе желаю всего самого лучшего, здоровья и, конечно же, удачи. Я много узнал от тебя про друзов. Вообще народ, они смелый.
Да. И вот эти вооруженные силы, их маленькие такие, они отмобилизованные, мотивированные и вполне могут сражаться с превосходящим противником в городских условиях. Вполне. Но при этом, при всем, часть друзов живет в Израиле, то есть 800 тысяч в Сирии, а 150... Они в том числе служат в войсках израильских? Не просто в войсках, а в спецназе, в самых таких привилегированных. Гордятся этим ужасно. Нет, они воины хорошие. И вот такая, значит, часть, анклав, заселенный грузами, разделен границей. Здесь Израиль, здесь Сирия. И между ними очень серьезные родственные связи, прямо как между русскими и украинцами. Огромное количество вот, прям братьев, сестер и так далее по обе стороны границы. Я уж не говорю про двоюродных сестер. И те, которые в израильской армии, они, конечно, ну не то чтобы взбунтовались, но прямо по полном серьезе поставили вопрос. Тут у наших родственников здесь сейчас вырезать будут господа израильские военачальники. Вы что-нибудь скажете? Пришлось вступиться Израилю-то. И тут, ты знаешь, очень наглядно проявилась главная особенность Сирии современного момента. Вот это центральное правительство, которое ездит по всему миру, там договаривается, которого уже сняли с них там клеймо террористов и так далее, все, оно сумело, может быть, сам Джулани, ну и его там какой-то несколько человек из окружения, им удалось создать, ну не то чтобы атмосферу, но такой образ уже благополучного достаточно правительству, что все устаканивается уже. Вот. Может быть, все-таки дело в том, что все переключили свое внимание на арабо-израильский конфликт, Иран, Израиль, да, там, Хамас, потому что в Сирии-то, по-моему, ничего не устаканилось, и продолжали поступать новости, там, в том числе о бойне в Латаке, и просто... Ну, это как бы не такое большое внимание привлекало, как раньше, а на самом деле ничего. Вот эти все поводы отвлечения внимания сирийское новое правительство использует абсолютно прям в пиарских целях, логично совершенно, вот все туда внимание, а у нас тут все потихонечку налаживается. И вот уже ее принимают там европейские, так сказать, вот, ведущие политики и так далее, все. И вроде бы как на самом деле, вот мы сейчас увидели, что Джулани не контролирует практически ничего. Мне кажется, на самом деле ни у кого не было сомнений, что там никто не контролируется ничего. Ну, слишком... И тут же все вспомнили, что 30% территории, причем самая экономически такой вот развитая часть Сирии, контролируется этими самыми курдами, что недобитые там до сколько миллионов их алавитов так и сидят, они сидят в самом козырном месте, там, где дороги идут к Дамаску от моря Средиземного, и все товары, которые доставляются в порты Латакии, потом поступают для торговли там, в Дамаск, в центральные районы, и алавиты, если восстанут, они все это перекроют. И друзы сейчас показали, что даже сравнительно небольшое меньшинство, этноконфессиональное, да, такое, оно все равно, если оно вооружено, отмобилизовано, оно имеет возможность защитить свою автономию перед центральной властью. Ну, получается, что и армию свою он не очень контролирует. Потому что все вот эти вот тяжелые эпизоды, которые мы сейчас на видео видим, да, резня там, вот, я не верю, что Джулани очень этого хотел. Он, судя по всему, и свои, собственно, эти банды это не контролирует. То есть у него на самом деле такая видимость замерения и видимость контроля. Вот вроде бы все эти люди, которых он так разношерстные отряды боевиков, исламистов, он как-то вроде их собрал так, под единую руку такую, да, и демонстрирует всему миру, что вот у нас ничего там не произошло. То есть Сирия по-прежнему стоит на грани распада на конфедерацию. Ну, когда будет несколько кусков, да, они между собой в таких союзнических отношениях, ну, не союзнических, там, партнерских отношениях находятся. И я думаю, это реальность абсолютная. Не получится в ближайшие годы Сирию сделать единым, мощным государством с центральной властью. Вот Джулани попробовал показать всем, что такое центральная власть. Попробовано чисто по ближневосточному. Прислал туда войска, началась резня, Израиль вступился,
нанес удары прям такие мощные. Ведь Израиль, как ты думаешь, мог вообще всю верхушку там Джулани и всех значит, министров, если необходимо, уничтожить? Но они же не угрожают Израилю. Зачем? Мне почему-то так кажется, что они уже их отслеживают постоянно и в случае необходимости нанесут удар. Вот, потому что, конечно же, с правительством Асада Израилю было проще договариваться, как центральному правительству, которое контролирует территорию, чем с правительством Джулани, который толком ничего не контролирует. То есть сейчас как мы с собой увидели. Как правительство Израиля договаривалось с Асадом? Ну как, бомбилось по Асаду, Асад раз и по всей стране, сказать, дал приказ. И вот Это так называются переговоры? Я просто хочу сказать, что когда у тебя есть орган, который представляет всю страну, централизованный, правительство, с ним можно договариваться о судьбе всей страны. А если нет такого органа, тебе надо потом, скажем, по отдельности. Вот. И, в общем, по большому счету, и сирийские новые власти должны привыкать к тому, что здесь хозяин Израиль в этом месте. Вот так. Традиционно, вообще говоря, для Израиля политика-то. Владимир Путин подписал указ об изменениях в военной форме для офицеров. В частности, генералы, высшее командование будет носить брюки с кантами и лампасами. Да, лампасы возвращаются. Вообще, первое следствие будет такое, что генерала будет видно издалека. Лампас он вот профиль. Такой. Да, сразу как идет, он. Значит, соответственно, лампасы на фронте – это всегда возможность с 19 века, да, опознать там высшего начальника, большого командира на большой дистанции, чтобы увидеть, вот там, если нет знамени рядом с ним, по крайней мере, можно понять, где центр войска. Вся идея лампасов – это выделить человека, его отделить от остальных, сказать, вот он какой. На самом деле попытка выделиться за счет каких-то аксессуаров, там, бантов, наград, она не приводит ни к чему, но с точки зрения результата в военном деле. То есть результат невозможно достигнуть, перешив одежду. Вермахт показал себя, особенно в начальный период войны, как чрезвычайно современная и очень эффективная армия. Мощная совершенно, да. И я тебе рассказывал, что в кабинете у Гамаля Абдель-Насера, президента Египта, стоял портрет Роммеля. Потому что он запомнил, что Роммель там англичан гонял по всему побережью. И после войны африканские и латиноамериканские военные начали себе делать фуражки в стиле вермахта с высокими тульями. Еще и начали все присваивать себе звание генералиссимусов. Да, но, конечно, генералиссимус лучше, чем генерал. Я полностью с ними согласен. Звучит круто. Но высокая тулья – это типа признак профессионализма, сильной армии и так далее. На самом деле это фикция. И чем выше тулья, тем хреновее армия. Вот реально получилось так. Все эти африканские царьки, все эти латиноамериканские мелкие диктаторы, какие-нибудь там сальвадорские, все они заканчивали тем, что армия плохая, а фуражка высокая. То же самое с лампасами. Можно их нашить там на всю армию, это не приведет ни к чему. Но это отдать дань традиции. Без сомнения, традиция в форме – это важнейшая вещь. В военной форме, без сомнения. Форма вообще стоит на традиции. Но откуда взялась потребность-то выделиться? Почему надо отделить одного от другого? Люди, может быть, и не очень задумываются об этом. Это древнейшая часть военного искусства. Представь себе позднюю античность или раннее средневековье, как хочешь, начинай, какие-то Кривичи, Дриговичи, там, лангобарды и так далее, там, готы. Исходно армии должны были друг друга отделить, потому что они одинаково одеты, абсолютно. И когда начинается рукопашная,
ты своих поубиваешь больше, чем врага. Поэтому, что-то надо делать. Да, мы с тобой одинаково одеты, но хотя бы щиты мы можем сделать одного вида и одного цвета. Хотя бы по щитам, чтобы друг друга это отличать. же так и было, кланы. Да, проще всего это сделать, когда у тебя централизованное государство и единая армия. Например, в Риме уже легионеры действительно по всем признакам носили форму, то есть прямо единообразную, да? Вот так вот. Туника легионера была такого цвета некрашенная шерсть, серенькая такая. Вот. Одинаковое вооружение и так далее. И там уже у них появились прям первые признаки градации по званиям и должностям. У сотника, это центурион, плюмаж, то есть оперение, шло поперек шлема. Вот так вот. И в критический момент, когда все глаза обращаются к человеку, которому можно довериться, наиболее надежному, испытанному в боях мужику, который на себя все возьмет сейчас, так далее, все обращались и искали вот этот поперечный плюмаж, потому что это ветеран, это легионер, который заслужил звание центуриона. Вот примерно так в античные времена впервые это возникло разделение между армиями. В дальнейшем все, конечно, когда началась средневековая раздробленность феодальная, у каждого клана, у каждого феодала свои какие-то знаки, свои святые и так далее. И кто в лес, кто по дрова. Идет рыцарь, у него, например, орден рыцарского член, да, например, там, Тевтонского. Он ведет так называемую хоругвь, то есть он под знаменем какого-то святого, за ним его оруженосцы, какие-то ближние феодалы, потом куча всяких там арбалетчиков, кого только нет там, вплоть до этих самых женщин, которые снабжали, торговки, да, все это маркетанты, все это вместе куча, человек 150 доходило. Но они все с одним каким-то гербом. Что касается уже разграничения внутри армии, оно тоже, конечно, началось и стали использовать для этого в первую очередь. Там погоны придумали, сначала эполеты были, так далее. Много-много всяких способов показать, что я начальник, а ты дурак. Очень, очень много. Поэтому история знаков различия очень богатая. Я на этом останавливаться не буду. Конечно, лампасы в российской армии – это центровой знак отличия. Все, генералы пришли. Посмотрим, станет ли наша армия лучше, умнее. Станет ли российская армия лучше воевать теперь, после того, как лампасы вернут? Все впереди. Я думаю, года нам должно хватить на то, чтобы понять. Адмирал Кузнецов, наш легендарный авианосец, который построили аккурат под развал Советского Союза, и который последние годы постоянно вроде как на ремонте, в этом периодически сообщают. И вышел материал известий о том, что власти всерьез уже задумались о том, чтобы отказаться от восстановления этого авианосца. И что тогда будет? Распилить его на металлолом. Прям так. Как-то его утилизировать. Тут вот в чем важнейшие куски этого пазла такого. Во-первых, авианосец – это оружие нападения. Всегда. Если к твоему берегу подходит вражеский флот, то ты свой флот, который с ним вступает в войну, да, прикрываешь авиацией с береговых аэродромов. То есть у тебя на берегу есть аэродромы, и тебе авианосец не нужен. Ты у своих берегов сражаешься своими самолетами, которые такие, на обычных взлетных-посадочных полосах. Авианосец – это оружие нападения, потому что когда флот получает задачу где-то далеко, у экватора, там в тропиках, за океаном, нужно прикрыть авиацию. Где ее взять? Но без прикрытия авиации уже флот сейчас не ходит. Трудно, да. И родилась идея еще в Первую мировую войну, первые авианосцы появились,
что вот плавучий аэродром, его выдвигаем, и это всегда выдвижение к берегам противника, каким-то базам, которые противник арендует, да, в других частях мира, каким-то островам, которые он захватил, там, побережью чужому. То есть ты всегда выдвигаешься к нему и атакуешь его самолетами с этого плавучего аэродрома. Никогда авианосцы не используются для защиты своей территории. Понятно, Соединенные Штаты, у них как бы огромное количество баз, десятки по всему миру, на которые опирается авианосный флот, 12 ударных группировок авианосных, которые, значит, там и на ремонт могут стать где угодно, и пополнить запасы воды, продовольствия, все, что хочешь. А тут совсем другое. И у Советского Союза тоже была миссия. Строительство социализма по всему миру. Советский Союз поддерживал государства, которые там объявляли, что вот они социализм строят. И это могло возникнуть и в Латинской Америке, где-нибудь там правительство Сальвадора Альенде в Чили. И, конечно, в Африке постоянно какие-нибудь местные царьки там объявляли, что вот они сейчас социализм будут строить. И с Египтом из-за этого даже подружился Хрущев, что Насер сказал, что он собирается строить социализм. В этих условиях, конечно, советский военно-морской флот имел задачу поддержки дружественных режимов по всему миру. Там же можно было опираться на порты, гавани, которые у этих государств были, для того, чтобы обслуживать авианосные корабли. И в конце 60-х годов все-таки приняли решение строить авианосный флот. И строить уже стали так, что не один, не два, а прям сериями. Это гигантские корабли, там до нескольких тысяч человек экипажа, которые все получают высокие оклады должностные. Летчики особые, которые прям вот сверх специалисты своего дела. Летчики авианосной авиации – это элита элит. Просто. Вот для того, чтобы авианосец… Лететь с такой короткой посадкой. И сесть. Сесть еще тяжелее. Да. Для того, чтобы научить их взлетать и садиться, в Крыму был построен, ну, как бы закопанный в землю авианосец. Называется «Нитка». Это знаменитый тренажер, палуба подрессорена, она там плавает туда-сюда, да, в которой аэрофинишеры и вот эта вот катапульта, которая их выбрасывает. Все там на этом тренажере есть, чтобы прямо на земле сначала летчиков учить. Вот. Там одного личного состава на этом тренажере 180 человек. Когда это авианосный флот у России появился, их называли авианесущие крейсера, но это не важно. Так сказать. На них стояли главное оружие – это самолеты. Вот сначала вертикальные взлеты и посадки, потом обычные самолеты. Все это вписывалось в концепцию Советского Союза. Вот такая страна была, да, она хотела, так сказать, там, по всему миру развивать, продвигать свою систему, и соответствующим образом и вооруженные столкновения со флотами НАТО могли происходить где угодно. У России совсем другая история. Она обороняется только по краям своей акватории, которая примыкает непосредственно к границе. Граница очень морская, очень большая. Ну, в основном это Северный флот, ну и Тихоокеанский флот. Они действительно не имеют, флоты России современные, не имеют задачи, которые они, постоянные задачи, которые они должны решать в дальних морских походах. Ну, нету и этого. Существует задача, она прописана на морской доктрине России, обеспечивать судоходство по всему миру, для России, свободу судоходства, в том числе и в самых дальних регионах. Ну, самым таким ярким примером исполнения такой задачи мы можем указать борьбу с сомалийскими пиратами на подходе к Красному морю, где там они совсем распоясались, нападали на мирные корабли и так далее, там на абордаж их брали. Значит, все самые крупные страны мира, морские державы, выделили из состава своего флота отдельные группы кораблей, не авианосцы, а именно патрульные корабли, ну, это фрегаты, как правило, были, в том числе и российский флот. Туда одно время вставляли вот в этот отряд очень крупный корабль надводный с 2 атомными реакторами, это Петр Великий.
его потом быстро убрали, для того, чтобы патрулировать в борьбе с пиратами судоходные пути. Не авианосец нужен, а нужны как раз более мелкие корабли. Авианосец всегда используется после Второй мировой войны наглядно в жандармских функциях. Это когда надо отбомбить какую-то страну, которая неправильно себя ведет. Ну, с точки зрения государства, которое применяет этот авианосец. Да, мы ему, вспомним, там Сирию бомбили. Кстати, авианосец вот этот вот Кузнецов тоже в сирийском походе участвовал. Есть примеры, как авианосцы бомбили там, Вьетнам, и в Корейской войне они участвовали, и Югославию, кстати говоря. И много мелких конфликтов региональных, всяких обострений, типа война с хуситами, да? Вот, да, там авианосцы применялись. Это мелкие, именно небольшие эпизоды. Никогда не были авианосцы использованы в крупных войнах, потому что не было крупных войн. Таким образом, все мои знакомые моряки так, с иронией, но вот твердо говорят, что авианосец – это оружие мирного времени. Вот парадоксально, да? Но авианосец в мирное время, вот, когда тебе надо наказать какого-то противника мелкого, вот там, да, подогнал этот плавучий аэродром, и каких-нибудь там бедуинов можешь бомбить. Ну, просто потому, что Америка не вступала никогда в полноценный конфликт такой еще. Да. А вот если Америка захочет, то она будет использовать аэродромы в настоящее время. Да, и вот тут все говорят, что развитие противокорабельного оружия дошло до такого, до таких высот уже, что вообще крупные надводные корабли, судя по всему, обречены. И в первые же буквально дни там, или недели такого крупного конфликта все авианосцы будут уничтожены сразу. Для того, чтобы представить себе размеры таких кораблей, фактически городов на плаву, где в американском флоте там, до 5000 человек может быть личный состав авианосца. Вот расскажу такую историю, что в советские времена дизельная подводная лодка стояла в Тунисе, и ушлый тыловик, баталер, который отвечает за снабжение, обменял дизельное топливо свое с лодки на апельсины. Апельсины стоили там копейки, буквально, так сказать. И он заставил ящиками с апельсинами все свободное пространство в подводной лодке. И когда они двинулись дальше, они по плану, там, сказать, встали рядом с тяжелым авианесущим крейсером «Баку» советским. Потом он, кстати говоря, был переименован в Горшково и продан индусам, они его назвали Викимандритья, и сейчас он находится в составе Индийского флота, этот авианосец. Вот, и он тогда встал рядом с ним, и этот тыловик с лодки вступил в переговоры с соответствующим своим коллегой с авианосца Баку и попросил его обменять апельсины на картошку, вот, потому что у него картошка кончилась. Они начали торговаться. И в этот момент, что-то не складывалось. Они никак не могли понять, что они договориться-то не могут. И только потом они догадались, что с подводной лодки дизельной, значит, офицер считал все ящиками, потому что все ящики, а с авианосца картошку считал тоннами. То есть, можете представить, сказать, это, сказать, нужно... Да, а они все в голове, единица апельсинов, единица картошки, а на самом деле тонна на ящик. Вот сколько картошки, если для него там 10-20 тонн отдать, вообще не проблема картошки, да? Сколько там еды, если там 2500 человек экипаж. Вот так. Но все это ложится тяжелым довольно грузом на экономику. И теперь, когда решается судьба вот этого последнего авианосца Советского Союза, там на верхах идет интеллектуальное сражение. То есть кто-то приводит доводы, что его надо отремонтировать и оставить в составе флота, и еще он послужит. Хотя он устаревший, он 81-го года, и самолеты на нем устаревшие, они должны быть уже совсем другие сейчас по нынешним временам. И строительство отдельных самолетов, других для этого авианосца, это отдельная задача. Еще
еще больше удорожает проект. И вот те, кто против, они приводят свои доводы. А какие задачи-то у него стоят? Мы наземными аэродромами не обойдемся нашими, которые вот вдоль побережья стоят. Не хватит, в конце концов, есть этот бомбардировщик Ту-160, который может в океане встретить любую авианосную ударную группу и просто отцепить от себя эти противокорабельные ракеты «Циркон», которые самые современные, самые новейшие. И просто и конец этому авианосцу. Ведь на самом деле не надо топить авианосец. Необходимо применить оружие, которое вспучит палубу, искривит палубу, как консервную банку. Ну, просто ее сделает непригодной для взлета и посадки. Все, пускай идет куда хочет. Но это предполагается, что авианосец не выпустит самолета, когда увидит, что к нему направляется этот бомбардировщик. Просто надо попасть над Нет, палубой. имеется в виду, что бомбардировщик выпустит, его засекут, самолет взлетает в небо и не дадут самолет подлететь к авианосцу. Но если у него, истребители против... но если у него ракета дальностью 1500 километров. Ну, так самолеты и истребители и должны сбивать такие Вот у этого бомбардировщики. бомбардировщика дальность гораздо больше, чем у истребителя. Но истребитель гораздо быстрее долетит до самолета уже, разве нет? Теперь выясняется, что нет, я тебе уже рассказывал. Ну, это как бы такой исторический анекдот, как будто бы уже. Анекдот, не анекдот, но действительно этот бомбардировщик Ту-160 сверхзвуковой, а истребители F-35 фактически дозвуковые. Так получается. Ну, короче, самое главное, что вот эти споры все утыкаются в стоимость и задачу. Стоит ли такие деньги тратить и усилия огромные на корабль, у которого нет задачи в дальних походах? А ведь авианосец один в море не ходит. Значит, к нему надо построить еще какое-то количество кораблей охраны, сопровождения и так далее. Тут авианосный ордер, он идет в середине, американский, авианосная ударная группа. А вокруг него корабли разбросаны по кругу 360 километров диаметром. Представляешь, вот такое гигантское построение идет через океан. В мирное время авианосец, он, может быть, конечно, и пригодится, но стоит ли он того, чтобы на него тратить такие деньги в условиях, когда еще Россия ведет специальную военную операцию, и у нас весь бюджет уходит военный совсем на другие вещи? Ну, да, это, конечно, вот большой вопрос. Поэтому сама дискуссия внутри моряков, она идет, и она абсолютно обоснованная. То есть под ней это не пустые разговоры. Ну, потому что, как минимум, если начнется вот это вот, о которой говорят все больше, война с НАТО, то атакующий авианосец таки нужен. Потому что в таких-то случаях... Вот когда война с НАТО начнется, все авианосцы погибнут с обеих сторон сразу. В Соединенных Штатах раньше было соотношение 4 крупных корабля надводных, 1 небольшой. Сейчас все наоборот. По их планам, которые они заложили на верфях, 4 небольших корабля на 1 крупный. Флоты уменьшаются в размерах, крупные корабли все менее и менее востребованы. Эти гигантские океанские крейсеры с 2 атомными реакторами и так далее. Это все, вот крейсер «Москва». Долго ли он прожил? Ему такую задачу поставили, в ходе которой он не смог просто, так сказать, обеспечить свое существование. Ему хватило 2 попаданий противокорабельных ракет. Вот это яркий пример того, что ждет вообще все крупные надводные корабли в случае огромного конфликта. Сейчас так. Может быть, в будущем будет по-другому. Я не хочу ничего говорить, но это очень протяженный такой процесс. Я имею в виду определение, какие корабли тебе нужны, сколько за них надо заплатить, сколько они стоят, новые проекты, поручить это все конструкторским бюро, они все это проектируют, потом, так сказать, споры, все утрясают, что военные моряки хотят, потом начинают строить их, потом выясняется, что через 10 лет, пока их строили, уже другие корабли нужны, а старые уже надо списывать. В общем, вот так это все непросто. Поэтому очень многие корабли, которые в Соединенных Штатах были заложены на верфях, уже сейчас стоит вопрос, нужны ли они Соединенным Штатам. Вот тоже такой момент есть. А есть проекты, которые просто провальные оказались. А ведь говорили, что это проект корабля будущего. Есть такой проект «Зумвалд». Это супер-супер корабль современный, который должен стрелять там рельсотроном и так далее. И все кончилось тем, что несколько штук их сделали и все, и забыли. Не пошло.
Значит, в Соединенных Штатах есть авианосец со славной историей, Intrepid, неустрашимый, который еще участвовал во Второй мировой войне. В него врезались японские самолеты «Камикадзе». 5 самолетов в палубу, в надстройке и так далее. Такой боевой корабль настоящий. Потом он участвовал в Корейской войне, во Вьетнамской войне. Представь себе, только в конце Вьетнамской войны, уже когда она закончилась, его вывели из состава флота. Заслуженный корабль, гордость флота. И энтузиасты решили, не позволили его распилить на металлолом. Было целое движение, да, среди моряков и бизнесменов. Они его превратили конечно же, при полном содействии Пентагона, они его превратили в музей. И вот прямо на Манхэттене, на берегу реки, у специального причала стоит авианосец, это военно-морской музей, который на палубе стоит, просто уже нигде не летающий, списанный гражданский сверхзвуковой самолет «Конкорд». Помнишь такой? Вот, англо-французский. Шаттл Endeavour, настоящий, вот это по программе Space Shuttle, челнок. Стоит куча всяких других самолетов на палубе, стоит разных времен и народов. Историческая такая экспозиция, богатейшая. Внутри огромное количество помещений использовано под музейные нужды. Это чудесный совершенно, с моей точки зрения, проект, как сохранили корабль и его вот ввели вот такой гражданский оборот. И вот один из моих близких знакомых, хороших, был в гостях на этом авианосце, как турист просто. Его подвели к дежурному адмиралу, вернее генералу, и он сказал ему, что тот показал ему корабль. И он сказал, что у нас, вот у меня, у моего товарища тоже есть знакомый генерал, который сейчас прямо вот воюет. Тогда этот американец поманил его в музейное помещение, открыл стенд, достает оттуда экспонат и говорит: передайте своему генералу русскому от меня лично вот этот вот армейский, американский тактический компас. Пусть он ему поможет прокладывать дорогу и курс между политиками. Потому что самое сложное для военного в государстве – это не планировать военные операции, а именно лавировать между политиками и их хотелками. То есть он очень четко показал, что американская армия вне политики, приходят демократы, приходят республиканцы, а флот идет вперед, как этот авианосец, как бы не обращая внимания ни на что. Поэтому, конечно, учитывая такой живописный пример, я хотел бы обратиться к нашему министру обороны в связи вот с этой дискуссией, которая сейчас ведется. Андрей Ремович, конечно, я понимаю, что стоит денег корабль, и если его распилить на металлолом, это будет существенная, наверное, экономия средств. Но если вы приведете в божеский вид этот авианосец, поставите его на перекрещение, так сказать, нашей исторической традиции в Крыму, прямо в Севастополе, в бухты, и там, где идут бесконечные потоки туристов, 4 миллиона в сезон, это гарантированно заполнение. Сделаете из него музей, Андрей Ремович, вы окупите все свои усилия. Были люди в нашей армии, которые решили, что самое правильное для таких целей – это построить огромный собор в месте, где даже прихожан нет. А это вот проект совсем другой, где вы фактически введете людей в историю флота, в историю армии. Да где? В Крыму. Я думаю, что он окупится обязательно. И там огромное количество помещений, которые можно предложить и местному туристическому бизнесу, через которые эти миллионы людей пойдут. И они с удовольствием там будут арендовать помещения. И если на палубах поставить, так сказать, историческую экспозицию, и сделать хороших, настоящих экскурсоводов, этот корабль превратится в центр туристического интереса прямо всего Крыма. Очень быстро достигнуть своих целей. Ну, а если там еще ввести
постоянные дежурства командиров сменных из числа отставных адмиралов и генералов российской армии, это будет вообще, так сказать, вот достижение, просто настоящее достижение нашего музейного дела. И я думаю, что никаких более крутых проектов вот, с использованием готовых каких-то вещей даже придумать нельзя. Я думаю, что стоит рассмотреть вот такую судьбу для этого корабля. Надеюсь, что я буду не один. Я надеюсь, что найдутся сторонники у этой идеи. Вот на этом я хотел бы закончить сегодняшний выпуск. Он получился у нас в значительной степени военно-морской, но того стоит. Спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, поставьте лайки, если еще не поставили. И к нам в Telegram заходите, подписывайтесь на наш Boosty. Там тоже у нас эксклюзивный материал выходит. Вот недавно не вошедшие опубликовали там. Вот. Ну, да, я тоже хотел бы присоединиться, потому что для тех, кто опирается на свои собственные силы, ваши подписки – это, наверное, самое главное. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.